Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу сегодня подарить вам ритуал, который по силе равен, например, э, ритуалу казначей Висар. Далее, наверное, Дед Сидор, Анеюшка. То есть это из той же серии ритуалов, которые приумножают имущество человека. И поэтому нужно начитывать, когда вы смотрите на свое имущество, то, что у вас есть в жизни, в доме. То есть, в жизни имею в виду карты, да, в которых есть денежные средства. Если у вас наличные есть дома, открыть, начитать на наличные. Открыть шкафы, начитывать, чтобы у вас больше было обновы, чтобы у вас больше было красивой одежды, шуб. Но если вам дарят, еще больше бы подарили и так далее. То есть это тоже на имущество, при умножении имущества. Хочу вам сказать, друзья мои, что невзирая на то, что, например, если я показываю ритуал, я с вами не провожу, я просто обучаю вас, как это провести. Но даже в этом случае они срабатывают, и они очень сильные, естественно, эти слова. И вот эти слова, чтобы некуда было класть столько добра в мой дом и прочее, прочее, они настолько сбываются и настолько с такой быстротой, что действительно бывает, что вот некуда все это положить, поставить. Но, в принципе, вы знаете, что у меня резиновая была квартира, теперь резиновый дом. Я живу в каких-то таких пространствах, которые в плане физиологическом выглядят вот так, как мы видим, но есть еще и другое измерение, и в том измерении они совершенно по-другому. Вместительность у них другая, поэтому, видимо, у меня все помещается. Теперь, я рассказывала вам легенду о 7 духах. Обновлю я эту легенду и дополню. И объясню, почему колдуны, ведьмы много тысячелетий призывали этих духов. И названия, имена этих духов дошли до наших дней. Согласно преданию, один не очень добрый чародей хотел жениться на сестре царя. И он отказал ему. Тогда он поднял все бедствия мира и наслал на голову этого народа. И вот богатый и процветающий народ стал нищим, больным, убогим. И царь понимал, что он виноват в бедствии своего народа, искал решение. И пошел к одному мудрому старику. И тот сказал ему, что есть 7 братьев, 7 духов, которые одаривают человека и дают ему все то, что нужно ему в этом мире, чтобы быть счастливым. Если ты задобришь их, сказал он, тогда твой народ будет благоденствовать и жить в мире, в покое, как и раньше. И царь сказал, что он готов идти на любые жертвы ради своего народа. И тогда научил его мудрый старик, как умилостивить этих духов и что они требуют за то, что отдают человеку. Итак, каждому из них нужно принести определенную жертву. Но это делает царские особы. А простому народу, сказал он, можно просто их благословить, благодарить, и уже они получат их помощь
в делах и достаток в жизни. Но для того, чтобы эти духи пришли к твоему народу, ты должен отдать эту жертву в начале. Царь, естественно, согласился на такие условия, потому что очень хотел, чтобы его народ воспрял. И эти духи потребовали кто-то вино, кто-то сладости, значит, кто-то монеты, кто-то чистую воду. И все это приносили духам и отдавали. Но последний дух, который был силен, и который назывался Богом среди всех своих братьев, это для нас они духи, а в определенных сферах потустороннего мира они считаются божествами. Но поскольку это боги не самого высокого ранга, однако они точно такие же могущественные, от них зависит многое в человеческой жизни, поэтому их называют духами и отправляют в этот мир. И последний дух, которого звали Атан, потребовал, чтобы царь отдал красивую женщину ему в дар. Но царь не мог поступить со своим народом подло, и не мог он отобрать красивых женщин или красивую девушку из семьи, потому что понимал, что он и так принес бедствие своим решением своему народу. И тогда сестра сказала ему: нам доверена судьба этого народа, мы должны решить этот вопрос вдвоем. Отведи меня к нему. И когда он отвел сестру и не мог ее отпустить, обнимал ее, плакал, появился красивый мужчина. И он сказал царю: не бойся, я твою сестру не обижу. Но взамен за то, что ты принес свою сестру, мне отдал в жены, я отдам тебе в жены свою сестру. И привел свою прекрасную сестру и отдал царю в жены. И оттуда пошли очень красивые дети, и династия стала могущественнее, чем была. И вот этот народ приносил жертвы, подношения, жертвы не кровные, то есть не кровавые, а подношения монетами, фруктами, благодарил, пел, восхвалял этих духов, которые одарили этот народ богатством, достатком и миром. И с того времени этих 7 братьев, 7 духов призывают, и кто их призывает, и кому они проявляют свою благосклонность, тех одаривают богатой жизнью. Поэтому колдуны и ведьмы, чародеи много тысяч лет именно этих духов призывали. Ну и не только их, но часто этих духов призывали в своих различных ритуалах. А поскольку я хочу, чтобы мои работы получались у людей, то, естественно, я беру уже проверенные ключи, а именно имена духов, которых призывали тысячелетиями, у которых просили богатства. Вот на основе этих древних поверий, преданий создана эта работа, этот заговор. Что нужно вам делать? Алтарь может быть черного цвета, зеленого, золотистого, красного. Здесь можете дать волю своей фантазии, своим желаниям. Далее. Либо золотая свеча, либо зеленая. Благовоние, чтобы ваши слова ушли с дымом в пространство. Значит, насыпьте прям на алтарь мелочь. Накидайте различную мелочь, неважно какую. Берите с алтаря вот такую горстку мелочи, держите в руках и ходите по дому, читая этот заговор, и вот так вот звените, знаете, как бы создать такой звук.
Эту мелочь можете потом потратить, можете оставить, не имеет никакого значения. Главное, вы пробуждаете денежную силу, проходя по дому и вот так вот звеня. И начитывайте. Начитывайте 7 раз. Откройте, вот заходите в комнату, где ваш гардеробная, откройте шкаф, посмотрите на одежду, начитайте. Откройте там сундучки с украшениями, начитайте. Посмотрите на все, что у вас дома есть, начитайте. Посмотрите на дом, на машину, начитайте. И вот, и так далее. Некоторые спросят, а если вот я снимаю квартиру? Ну, ничего страшного. Откройте, вот, разложите на алтарь свои эти карточки, да, денежные, то есть банковские. И начитывайте на них. Есть у вас какие-то украшения, на них начитывайте. Они будут приумножаться. Ой, читать нужно 7 раз. Проходя по дому. Вот у вас не 7 комнат, предположим, 4. У меня вот, сейчас скажу вам, 4 вот комнаты, да. 4 комнаты и еще кухня. Нет. Но это я не считаю, да, там мангальные, там летние. Ну, когда проведем и дальше построим, уже будут больше. 4 жилые комнаты, кухня и вот мангальные, да, получается 6. Кажется, правильно сказала. Вот я могу пройти по каждой комнате, начитывать, а могу пройти только по жилым комнатам. Могу только вот как бы посмотреть вот в эти сундучки украшений, там начитывать. Открывайте просто, на них читайте, как будто вы вот так вот, звеня монетами, привлекаете туда денежную энергию. В эти сундучки, кошельки и так далее. Это очень сильная работа, и она сразу работает. То есть сразу начинает помогать. Буквально вот день-два вы уже ощущаете, как оно уже пошло-поехало. Ну, почти как драмабер. Вот такого же типа. Итак. Заговор следующий. Но я не буду сейчас, извините, я просто не читаю. Может быть, не 7 раз, но прочитаю. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Дак, Атан. Духи-дарители, благодетели, в мой дом придите. Вас призываю, вас приглашаю, вас прошу и заклинаю. Дайте силу моим словам. Откройте дорогу золоту и деньгам к моему порогу, к моим закромам, к моим кошелькам, к моим сундукам. 7 раз призываю, 7 духами заклинаю. Золото, серебро и всякое добро сыпься ко мне, как пшеница в амбары, как ячмень в закрома, как овес на гумне. Пчелы на мед слетаются, деньги в моем кармане собираются, в сундуках моих приумножаются, мой дом и мой двор добром наполняется. Сыпьтесь деньги без счета и без меры. Приходите отовсюду, подружитесь со мной, как рыба с водой, как солнце с весной, как роса с травой. Обновы и дары, золото да серебро, меха и шелка, алмазы да жемчуга и иное добро. Все мне, все для меня. 7 духов услыхали, благословили и все исполнили. Слово в дело обращайся, что прошу, все сбывайся. Заклято. Рухан, Нарон, Адикал, Арти, Стин, Дак, Атан. Духи-дарители, благодетели, в мой дом придите, вас призываю, вас приглашаю, вас прошу и заклинаю. Дайте силу моим словам, откройте дорогу золоту и деньгам к моему порогу, к моим закромам, к моим кошелькам, к моим сундукам. 7 раз призываю, 7 духами заклинаю. Золото, серебро и всякое добро сыпься ко мне, как пшеница в амбары, как ячмень в закрома, как овес на гумне. Пчелы на мед слетаются, деньги в моем кармане собираются, в
В сундуках моих приумножаются. Мой дом и мой двор добром наполняются. Сыпьтесь деньги без счета и без меры. Приходите отовсюду, подружитесь со мной, как рыба с водой, как солнце с весной, как роса с травой, обновы и дары, золото да серебро, меха и шелка, алмазы да жемчуга и иное добро. Все мне, все для меня. 7 духов услыхали, благословили и все исполнили. Слово в дело обращайся, что прошу, все сбывайся. Заклято. Итак, друзья мои, читайте 7 раз и делайте, как я вас учу, и результат не заставит себя ждать. Всем удачи и живите в достатке.